Здравствуйте, дорогие зрители, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам, как превратить самые обычные персики в роскошное лакомство. Нежные, тающие во рту карамелизированные персики. Эти персики хороши везде, как топпинг для блинов или оладьев, как самостоятельный десерт со сливками или мороженым, и как изысканная прослойка для тортов и порционных десертов. Один простой рецепт и столько возможностей. Для рецепта я взяла 3 персика среднего размера. По весу у меня 430 граммов. Желательно брать плотные персики, можно слегка недозрелые. Они будут лучше держать форму. Теперь их нужно бланшировать. Для этого помещаем их в термостойкую миску и заливаем крутым кипятком. Предварительно можно сделать крестообразные надрезы на кожице у основания на глубину 2-3 мм. Это поможет легче снять шкурку после бланширования. Оставляем жесткие персики на 30-40 секунд. Мягкие переспелые персики на 15-20 секунд, иначе превратятся в кашу. Достаем шумовкой и сразу перекладываем в ледяную воду на 1-2 минуты. Это резко остановит процесс варки. После охлаждения снимаем с персиков кожицу. Поддеваем ножом, и она легко снимается. Если не отходит, бланшируйте еще секунд 10. Теперь острым ножом делаем глубокий круговой надрез. Отделяем половинки и вынимаем косточку. В результате у меня получилось 300 граммов очищенных персиков. Теперь в зависимости от цели нужно нарезать половинки персиков дольками или кубиками. Если вам нужны карамелизированные персики для прослойки в торт, то лучше нарезать на небольшие кубики. А если вы готовите персики как отдельное лакомство, как в моем случае, то нарежьте толстыми дольками. В сухую сковороду высыпаем тонким слоем 60 граммов сахара и растапливаем до золотистого цвета. Растопленный сахар не должен быть очень темным. Регулируйте нагрев плиты так, чтобы сахар не горел и тихонько плавился, иначе десерт будет горьким. Когда сахар стал полностью жидким, добавляем 30 грамм сливочного масла и тщательно перемешиваем. А когда масло растопилось, выкладываем в сковороду подготовленные персики. Перемешиваем очень аккуратно, чтобы их не раздавить. Тушим, периодически помешивая на средне-минимальном нагреве от 2 до 5 минут, в зависимости от зрелости ваших персиков. В результате персики должны быть мягкими, но при этом держать форму. Долька должна мягко прокалываться вилкой, но не расползаться. И по желанию можно добавить половину чайной ложки молотой корицы. Она идеально подружится с карамелью и персиками. У меня прошло ровно 5 минут. Снимаю сковороду с плиты и перекладываю персики в креманку для подачи. Мягкие, пропитанные карамелью с глубоким фруктовым вкусом. Идеальный десерт без лишних сложностей. Такой десерт украсит и ресторанное меню, и домашний стол. Готовьте с удовольствием, и пусть все ваши десерты приносят радость, вдохновение и море комплиментов. А я, как всегда, буду ждать вас в новом вкусном видео.